Вечером в небольшом кафе Лилиан Харпер ждала свидания вслепую. Она согласилась прийти лишь потому, что подруга Эмили уверяла, этот мужчина – редкое сочетание доброты и надежности. Лилиан не ожидала ничего особенного и уж точно не была готова к тому, что к ее столику подойдут 3 одинаковые 5-летние девочки в одинаковых красных кардиганах. Их звали Харпер, Мэдисон и Скайлор. Они без тени сомнения сообщили, что пришли вместо своего отца, Итана Уокера, который задержался на работе. На самом деле он даже не знал об их визите. Девочки подслушали разговор с тетей Эмили и решили, что не могут позволить отцу упустить шанс. Они были уверены, он слишком долго живет только ради них и боится снова стать счастливым. Пока посетители кафе с улыбкой наблюдали за происходящим, Лилиан постепенно перестала чувствовать неловкость. В искренности девочек не было ни капли игры. Они рассказывали об отце, о том, как он готовит завтраки, заплетает косички неловкими руками, читает сказки разными голосами и никогда не злится по-настоящему. Их мать, ставшая известной актрисой, уехала много лет назад, выбрав карьеру. Девочки говорили об этом спокойно, без обиды, словно давно приняли реальность. Когда Итан наконец ворвался в кафе, взволнованный и растерянный, он ожидал худшего. Вместо этого увидел, как его дочери смеются вместе с Лилиан. Ситуация была абсурдной, но в ее взгляде не было осуждения, только тепло. Он пригласил ее к ним домой, чтобы все объяснить, и она неожиданно согласилась. Дом оказался светлым и уютным, с рисунками на холодильнике и расписанием школьных мероприятий на стене. Лилиан увидела жизнь, собранную усилиями одного человека, который старался быть и матерью, и отцом одновременно. За ужином, простым и немного сумбурным, она почувствовала себя частью этой шумной компании. Девочки наблюдали за ней с надеждой, будто уже приняли решение. Со временем Лилиан стала чаще бывать у Уокеров. Она приходила на школьные концерты, помогала с уроками, смеялась вместе с ними на кухне. Итан медленно позволял себе доверять. Страх снова потерять кого-то уступал место осторожной вере. Лилиан тоже училась не бояться. После болезненного разрыва и известия о том, что у нее вряд ли будут собственные дети, она давно закрыла часть своего сердца. Через год Итан вновь пригласил ее в то самое кафе. Вечером зал был украшен гирляндами, а рядом с ним стояли Харпер, Мэдисон и Скайлор с самодельным плакатом. Он сделал предложение просто и искренне, попросив Лилиан стать частью их семьи. Она согласилась без колебаний. Лилиан поняла, что семья может появиться не по плану и не по крови. Иногда она приходит неожиданно, в виде 3 смелых девочек, которые однажды решили, что их отец заслуживает второго шанса, и не побоялись вмешаться в судьбу. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилась история, то поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.